Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик на терморегулятор DTC 1200. Отличная модель, производитель DIC-Robot. Эта компания занимается производством всяких электронных таймеров, терморегуляторов. И одна из моделей, которые они выпускают, это терморегулятор DTC 1200. Они бывают на напряжение 220 вольт и 110 и также на постоянное напряжение от 12 до 72 вольт. Отличная модель, почему-то она особо спросом не пользуется, люди про нее не знают. Но эта модель очень качественная. Во-первых, корпус пластиковый, очень крепкий, он не гнется, такой прочный корпус. Крепится с помощью двух винтов вверху, внизу. На обратной стороне у нас есть схема подключения, что куда подключается. Здесь у нас дисплей однострочный, кнопочки для настроек. Крышечка открывается для подключения контактов. Вот так она вниз сдвигается. Здесь клеммник, вниз выходят провода, а здесь отверточкой плоской не затягиваются. В комплекте сам терморегулятор, датчик температуры. Здесь длина 1 метр. Подключается он с помощью вот этого вот разъема. Вверху вставляется. Вот так подключается датчик температуры. В принципе, его можно удлинить, разрезать и сделать длиннее. Либо купить уже более длинный датчик, NTC обычный датчик. Температуру измеряет в диапазоне от минус 40 до 100 градусов Цельсия. В комплекте также у нас инструкция на английском языке. Все с картинками, характеристики, размеры, все указано. Настраивать я сейчас покажу, как его. В принципе, здесь все очень просто. Для начала нам нужно его подключить. У меня моделька на 220 вольт, поэтому я буду подключать питание от розетки 220 вольт. Вот я беру два проводочка. Контакты 1-2 у нас идут для питания. То есть фаза 0. В принципе, без разницы, что куда. Я подключаю вот два провода для питания. Отверточкой затягиваем. Клеммничек у меня идет от розетки. Сейчас он отключен. Пусть будет красный провод, это фаза. Зажимаем. Черный провод это 0. Все, терморегулятор у нас запитан. То есть уже будет при включении питания он будет работать. Датчик мы подключаем сверху. Дальше нам нужно будет подключить нагреватель либо охладитель. Здесь два контакта идет для нагревателя и два для охладителя. Ну, у меня будет лампочка, будет типа нагреватель. Смотрим по схеме, куда подключается. Третий, четвертый контакт это у нас нагреватель. Пятый, шестой это охладитель. То есть нам надо подключить третий, четвертый контакт. Это у нас реле. То есть при включении терморегулятора два контакта между собой замкнутся. То есть не отсюда будет выходить питание 220 вольт, а они просто между собой перемкнутся. Поэтому что нам нужно сделать? Вот наш нагреватель лампа. 0 мы запитаем напрямую от розетки. Я зажимаю свободный контакт. 0 идет сразу на лампочку. Потом нам надо фазу подать на лампочку. А фазу мы будем подавать. Вот на этот провод надо подать фазу. Через вот этот терморегулятор. То есть я подключаю фазу. Подключил. Теперь на третий контакт я ее подаю. Затягиваю. То есть фаза у нас будет идти на терморегулятор на третий контакт. А при включении его фаза пойдет дальше на лампочку. Поэтому в четвертый контакт мы подключаем лампу. Вот такая вот у нас схема подключения. А если у нас будет использоваться охладитель, какой-нибудь компрессор, например, от холодильника, либо какой-то холодильной установки, то мы будем подключать на вот эти два контакта. Также самая фаза сюда входит, отсюда при включении выходит. Крышечку мы закрываем. У нас уже все подключено. И теперь нам нужно будет подать питание. Запустили мы питание. Загорелся у нас дисплей, показывает текущую температуру. Сейчас я свет приглушу, потому что яркий свет, он сильно засвечивает дисплей, потому что лампы направлены на него.
Вот так у нас отображается текущая температура. Вот если я буду греть рукой датчик температуры, то температура начинает повышаться. Теперь перейдем к настройкам. Кнопочка включения-выключения. Если зажать на 3 секунды, мы выключаем. И на 3 секунды нажимаем, мы включаем терморегулятор. Вот. Теперь перейдем к настройкам. Первая кнопка — это у нас включение-выключение. Нажимаем ее, терморегулятор выключается. Если еще раз нажать, то терморегулятор включается. Эта кнопка служит для включения-выключения. Дальше с помощью стрелочек это мы можем просматривать выставленную температуру, 10 градусов выставлена, и просматривать с помощью стрелочки вниз. Это разница температур между включением и выключением. По умолчанию 0,5 градусов. Для того, чтобы изменять температуру, нам нужно зайти в меню настроек. Зажимаем S на 3 секунды. И здесь мы выбираем с помощью стрелочек ту функцию, которую мы хотим настроить. F1 это у нас выбираем температуру. Чтобы ее изменить, мы удерживаем S. И одновременно с помощью стрелочек мы выставляем нужную температуру. У нас по умолчанию была температура 10 градусов. Например, мы выбрали 23 градуса. Можно там 25, например, выбрать. Выбрали 25. Отпускаем S. Настройки сохраняются. Чтобы выйти назад в меню, можем кнопкой включения вернуться назад. Дальше у нас функция F2. Заходим в меню. Выбираем F2, это разница температур. Также удерживаем S, и мы можем изменять это значение. По умолчанию полградуса, вот я сейчас с помощью стрелочек выбрал 1 градус. S отпускаем, с помощью кнопки включения возвращаемся в предыдущее меню. Мы выставили температуру 25 градусов, если нагреть датчик температуры до 25 градусов. Сейчас мы проверим, какая из них первая будет температура. Включение температура, либо отключение. 25 мы выставили. И разница температур 1 градус. То есть, когда температура упадет до 24 градусов, терморегулятор включится заново. 25 мы нагрели, терморегулятор отключился. Теперь в функции F3 мы можем выставить задержку включения. Это нужно для включения компрессора. Выбираем F3, удерживаем S. Здесь у нас 3 минуты по умолчанию. Мы можем выставить до 10 минут задержка. И либо минимум это 1 минута. Выставляется. Это при включении охладителя. При нагревателе эта функция не используется. А когда вы подключаете компрессор кондиционера или какой-то другой охладитель, то эта функция будет работать в диапазоне от 1 минуты до 10 минут. Задержка включения. Лампу я нагрел, выключил. Дальше функция F4. Переключаем на нее. И здесь у нас мы можем откалибровать датчик. То есть он от минус 10 до плюс 10 градусов Цельсия калибруется у нас датчик, но по умолчанию стоит 0 градусов. Если есть какая-то погрешность, то вы можете датчик откалибровать. Вот в принципе и все настройки. Очень просто настраивается данный терморегулятор. В эксплуатации очень прост. Ссылочку на него я оставляю вам в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.